дисбактериоз существует как диагноз на самом деле? Зачем врачам вас обманывать? Что скрывают от вас за этим диагнозом и как на самом деле это вылечить раз и навсегда? Меня зовут Ринат Сагдиев, практикующий врач, гастроэнтеролог, лучевой диагност. И в этом видео я раскрою вам всю правду о дисбактериозе и как справиться с этим неприятным явлением. Дисбактериоз или дисбиоз – такой диагноз существует только в некоторых странах. В странах с развитой медициной такого диагноза просто нет. В международной классификации болезней МКБ-10-11 такого диагноза тоже нет. В России определяют его как клинико-лабораторный синдром, связанный с изменением качественного и количественного состава микрофлоры кишечника. Даже в 2003 году появился приказ Минздрава. Спрашивается, почему именно кишечника, а не, например, кожи головы или ротовой полости. Любые состояния, связанные с нарушением деятельности кишечника, принято называть конкретными случаями, конкретными заболеваниями, а не обобщенно, например, диарея после антибиотиков или синдром избыточного бактериального роста, то есть конкретное состояние и конкретно направленное лечение этого состояния. Возьмем такой диагноз, как псевдомембранозный колит. Возникает он после приема антибиотиков. Появляется понос и лечится это состояние антибиотиками. Да, именно антибиотиками, так как причиной является спорообразующая бактерия Clostridium difficile. Важно отметить, что большинство врачей, конечно, стремятся помочь своим пациентам и руководствуются этическими нормами. Однако в некоторых случаях могут возникать ситуации, когда подходы к диагностике или лечению вызывают сомнения. Некоторым пациентам могут назначить дорогостоящие анализы для подтверждения диагноза дисбактериоза, что может привести к неоправданным затратам и ненужным переживаниям. Врач может назначить пробиотики или специальные диеты, которые не всегда необходимы и могут не принести ожидаемого результата, а то и вовсе могут навредить. Есть у меня один сосед. Как-то он с таким довольным лицом встретил меня на улице и говорит: вот смотри, что мне из Германии прислали, здесь такого лекарства точно нет, и показывает бифидолактобактерии. На что я ему ответил вопросом: вы действительно думаете, что немецкие какашки вам помогут? Естественно. Вскоре был госпитализирован с профузным поносом. Нельзя, конечно, смеяться, но порой реклама с БАДами доводит до абсурда. Такой повышенный интерес к микрофлоре своего кишечника людям, можно сказать, вдалбливают в мозг с детства. Растущее количество продуктов и добавок, связанных с пробиотиками, создает впечатление, что у большинства людей есть проблемы с кишечной флорой, что способствует распространению мнения о дисбактериозе. Доступность информации и обсуждение подобных проблем в социальных сетях делают людей более восприимчивыми к подобным убеждениям. Советы от псевдопрофессоров вводят в заблуждение, и поэтому многие люди считают, что у них есть проблемы с микрофлорой кишечника. Как мы уже говорили, прием антибиотиков может спровоцировать понос. И причиной тому бактерия Clostridium difficile. Как же лечат у нас такие состояния? У тебя понос после антибиотиков, это нормально, попей от дисбактериоза вот этот фуфломицин. Со мной тоже произошел такой случай. По состоянию здоровья мне пришлось принимать антибиотики. И когда я брал нужный мне антибиотик в аптеке, мне провизор в аптеке чуть ли не впихивала фуфломицин от дисбактериоза и страшала: как? Вы что, с ума сошли? После антибиотиков нужно пить именно вот этот фуфломицин. Даже дети об этом знают. Пациент пьет месяц-два, хорошо, если произойдет самовыздоровление, а если нет, то это приведет к серьезным осложнениям. Организм каждого человека уникален, и если вы чувствуете, что что-то не так, важно обратиться к специалисту для установки точного диагноза и получения рекомендаций, основанных на научных данных доказательной медицины. Что же нам говорят научные данные о микрофлоре кишечника человека? Оказывается, микрофлора кишечника настолько уникальна для каждого человека, что как отпечаток пальца никогда не повторяется
и может варьироваться в зависимости от возраста, диеты, образа жизни, окружающей среды. Поэтому универсальная рекомендация по улучшению состояния микрофлоры – сложная задача. Научные исследования продолжают изучать, как индивидуальные особенности влияют на состав микрофлоры и ее влияние на здоровье, что может привести к более персонализированным методам лечения и профилактики. В мире, где забота о здоровье становится неотъемлемой частью жизни, важность поддержания здоровой микрофлоры кишечника выходит на первый план. Чтобы этот невидимый, но такой важный мир внутри нас процветал, необходимо наполнять свой рацион продуктами, богатыми пробиотиками и пребиотиками. Представьте себе, как йогурт и кефир, словно маленькие защитники, оберегают наш кишечник, а квашеная капуста с ее ярким вкусом добавляет нотку веселья в нашу жизнь. Но что же такое эти загадочные пребиотики и пробиотики? Пробиотики – это живые микроорганизмы. Эти крошечные существа, которые, попадая в наш организм, начинают свою важную работу. Они заботятся о балансе здоровых бактерий в кишечнике, помогают расщеплять пищу и усваивать питательные вещества. В этом процессе они не только уменьшают симптомы расстройства пищеварения, такие как вздутие и метеоризм, но и оказывают влияние на наше психическое здоровье, связывая кишечник и мозг в единую гармонию. С другой стороны, пребиотики – это пищевые волокна, которые словно питательная основа служат источником энергии для наших полезных бактерий. Они не перевариваются, но становятся настоящим лакомством для пробиотиков, способствуя их росту и активности. Пребиотики помогают нам поддерживать регулярный стул, увеличивая объем каловых масс и улучшая перистальтику кишечника. Исследования показывают, что они могут даже улучшать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара в крови. Таким образом, клетчатка становится уникальным союзником в нашем стремлении поддержать собственную микрофлору кишечника. Введя ее в рацион, важно делать это постепенно, чтобы избежать нежелательного дискомфорта. Резкие изменения могут вызвать газообразование, вздутие, поэтому лучше всего начинать с небольших шагов. Включайте в свое меню разнообразные источники клетчатки: сочные фрукты, яблоки, груши, ягоды, яркие овощи, брокколи, морковь, шпинат, цельнозерновые продукты, овсянка, цельнозерновой хлеб, коричневый рис, бобовый, чечевицу, фасоль, семена чиа, льняные семена. Каждый из этих продуктов не только обогащает наш рацион, но и заботится о нашем внутреннем мире, поддерживая здоровье и благополучие. Позвольте своему организму насладиться этой гармонией, и вы увидите, как ваше общее состояние здоровья расцветает, словно весенний цветок, распускающийся под теплыми лучами солнца. Давайте приоткроем завесу над тем, что говорит научное сообщество о так называемых чудо-препаратах, содержащих бифидо- и лактобактерий. Оказывается, за яркими упаковками и обещаниями скрывается нечто более приземленное – обман, направленный на доверчивых потребителей. Во-первых, исследования показали, что подавляющее большинство этих бактерий гибнет под натиском желудочного сока, как хрупкие цветы под ливнем. Тем, что удается выжить и пробраться дальше, сталкиваются с желчью в 12-перстной кишке, и их численность стремительно сокращается. А те немногие, кто все же достигает толстой кишки, могут стать причиной кишечной аллергии. Наш организм, как вечный страж, воспринимает эти чуждые бактерии как иноземные захватчиков, начиная активно вырабатывать против них антитела. Это приводит к нежелательным последствиям, аллергиям, дерматитам и даже непереносимости лекарств. Итак, подведем итоги. В одном стакане кефира содержится в миллионы раз больше живых бактерий, чем в целой упаковке этих чудо-препаратов. В развитых странах подобные лекарства не имеют места, в то время как на российском рынке продолжают циркулировать фуфломицины из Европы.
уверяющие нас, что их бактерии лучше, чем наши собственные. Так что возможно задуматься, прежде чем доверять рекламным обещаниям и искать спасение в чудесах. Истинное здоровье – это не в таблетках, а в натуральных продуктах, которые щедро дарит нам природа. Важно помнить, что здоровое питание – это ключ к здоровью, это наш фундамент. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал, чтобы больше получать ценную информацию о здоровье желудочно-кишечного тракта и питании. Берегите свое здоровье. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был доктор Сагдиев. Увидимся в следующих видео.